680 объектов по всей Ирландии. В них проживают почти 25 тысяч украинских беженцев. Это объекты, которые ирландское правительство предоставило украинским беженцам для проживания. То есть это временное жилье от государства. То есть эти все адреса, это бесплатное временное жилье, то есть за него платит government, то есть правительство Ирландии, то есть налогоплательщики Ирландии. И сейчас, да, такое объявление, что большая часть из них будет, да, контракты не будут продлеваться, потому что во многих объектах, что очень важно, я оставлю ссылочку, да, в описании на эту новость официальную, да, от правительства Ирландии. Если вы смотрите меня в ТикТоке, перейдите на мой YouTube канал «Моя ситуация», и там под видео будет ссылочка на эту новость. Говорится о том, что многие уже места размещения, то есть отели, то есть по факту большая часть этих объектов это подрядчики, то есть government, то есть правительство Ирландии берет, находит какой-то отель, хостел, либо какое-то вообще здание, да, заброшенное, и подписывает контракт о том, чтобы в этом объекте жили украинские беженцы. И тем самым оно платит, да, деньги владельцу этого объекта. И говорится в том, что провелась аудит, статистика, и говорится о том, что в многих отелях полупустые номера, то есть потому что поток украинских беженцев снизился, люди массово переселяются, большинство из них куда переселилось, нашло себе ARP, конечно же, программу, да, чтобы получать и большие выплаты, чтобы жить, как говорится, независимо, да, ни с кем не тесниться, чтобы жить в городах, то есть, ну, ARP это более, ну, привлекательный момент, чем жить в вот этих вот центрах. Есть, конечно, центры классные, типа как модульные домики, там, общежития для студентов, там есть шикарные такие локации, прям, я посмотрел, там, реально, сам бы там жил, но как бы мы пошли по другому пути, мы платим сами за себя с первых дней, то есть от государства Ирландии мы ничего не берем, а только даем, да, вклад в развитие Ирландии своими налогами и всем остальным, да, каким позитивом, каким лично я могу сделать, да, какой позитив в этой стране, то есть платить налоги, и использоваться всеми благами, путешествовать по этой стране и вливать как бы свои заработанные деньги обратно в экономику. Ну, это мое личное мнение, да, то есть как-то так, смотрите. Следующий момент, что еще будет? Будет до августа 2025 года, будет максимально переселены более 4000 украинцев. То есть будут не продлены контракты, обратно же по какой причине? По той причине, что снизилось количество проживаемых людей в этих объектах, во многих. Многие не захотели обновлять свои контракты, то есть ну, не хотят. Другие объекты, там тоже указано, что не прошли проверку. Вы понимаете, каждый объект, даже по АРП, я знаю, что еще до АРП они даже не дошли до проверки. Они просто селят всех, просто галочки все ставят, да. Но в каждом объекте и даже по АРП жилье должно соответствовать критериям. А там критериев просто список. То есть любая проверка, я уверен, что там 90% жилья не будет одобрено даже по АРП, потому что там, ну, реально условия такие, что должно все быть, там и доступ туда, и то, и как его там, и для тушения эти все моменты, там и одеяла, и запасные выходы, и сигнализация, там, короче, ну и огнетушители, там капец капецкий, серьезно, я читал, я понимаю, что многие объекты просто, ну, даже домов, да, жилья не соответствуют, просто не соответствуют. Но это уже о другом, это уже Ирландия решает, да, соответствует, не соответствует. Вот многие объекты тоже не прошли проверку, то есть они не подходят для того, чтобы в них жили украинские беженцы. И по этой причине government не продлевает с ними контракт. То есть все завязано на вот этом, вот на потоке людей. Поток людей снижается с каждым месяцем, то есть все меньше и меньше людей. Сейчас, ну, много объектов вернулось в туристическую сферу, так как много было, да, занято различных таких вот отелей, хостелов, которые находятся возле различных, да, достопримечательностей. То есть, ну, там люди, да, могут приезжать, снимать эти отели, хостелы и как бы, да, гулять по городу. Ну, вы понимаете эти моменты. Вот список всех объектов, которые
потом будут подлежат, да, какой-то реструктуризации, то есть либо контракт не будет продлен, то есть людей, понятное дело, и посмотрите список, сколько отелей, сколько, ну, хороших локаций. Я понимаю людей, почему люди там выступают, да, чтобы их не переселяли, все эти моменты. Я понимаю, что хорошая жизнь, и к хорошему привыкаешь быстро, а плохое, оно отторгается, и тебе не хочется это воспринимать всерьез. Это все понятно, но не забываем, temporary protection, временная защита. И она когда-то закончится, и потихоньку, видите, помаленечку идет вот такое, да, вытеснение. Просто немножко правила Ирландия под стандарты Евросоюза делает по всем странам, потому что не в каждой стране до сих пор, ну, Ирландия осталась одна из последних стран, которая предоставляет такие шикарные, хорошие, человеческие, да, условия для украинских беженцев. Именно в Евросоюзе. Там Швецию, Швейцарию, остальные страны мы не учитываем, потому что они не в Евросоюзе. Так что про них они хоть и находятся в Европе, да, но не в Евросоюзе. И вот видите, какое количество объектов, список, да, я весь, здесь он будет появляться, скриншоты, он огромен. Он огромен, и людей, конечно же, не на улицу выгонят, вы все должны это понимать, просто вас переселят, вам предоставят все равно какое-то жилье, просто так никого не будут выгонять. Просто будут потихоньку, конечно, нажимать, сокращать, и люди просто будут сами потихоньку, как через сито, просеиваться. Кто-то уедет, кто-то переедет, кто-то найдет жилье сам, кто-то начнет снимать его, кто-то найдет по ARP. И так потихонечку, да, все эти центры будут сужаться, сжиматься и закрываться. И обратно же будут использованы для своих прямых целей, например, те же студенческие, да, общежития для студентов, потому что, ну, как бы, они были построены для этих целей, потом началась война, Ирландия все приняла, взяла людей и начала им помогать максимально. Правильно это ли? Ну, конечно же. Я всегда говорил и говорю, многие смотрят мои видео, думают, что я как-то пытаюсь с плохой стороны говорить про украинцев. Нет, я просто всегда говорю то, что когда-то все заканчивается, все хорошее заканчивается в этом плане, что чужая страна не может обеспечивать бесконечно тех людей, которые не являются ее гражданами. Но не может просто с моральной, этической стороны по отношению к своим же гражданам, как она может постоянно всю жизнь, да, помогать тем людям, которые не являются ее прямыми, да, резидентами и гражданами. Я просто с этой точки зрения, я просто подготавливаю людей, говорю, как оно будет. А люди не понимают этого, злятся и говорят, вот ты такой, вот ты сякой, там тебе помогли, тебе подфартило, ты смог снять, ты так живешь, тебе все хорошо, и ты так говоришь. Может и так, но, еще раз повторюсь, вечно помогать никто не может. Просто никто не может вечно помогать, да, и вести вас за ручку. Все-таки мы граждане Украины, уже заговариваюсь. И в первую очередь о нас должна думать Украина, ихний government, наше правительство, наши депутаты, конечно, они думают только о том, как набить свой кошелек, но по факту, по идее, они должны думать о нас. Наше правительство должно нам помогать, предоставлять жилье временное, давать деньги, чтобы мы как-то жили, да, и для тех людей, которые с оккупированных территорий, для тех людей, которые потеряли все, в первую очередь должны давать нам, наше государство нам должно, но не ирландцы и не ирландское правительство. И когда люди на меня злятся, да, пишут там, вот ты так говоришь, так высказываешься, как быть тем, как быть сям, как один человек мне написал, так что теперь, как так можно? Люди-пенсионеры, их выселяют, их там лишают пенсии, их же жалко, как ты можешь такое говорить? Я извиняюсь, в Украине 15 миллионов пенсионеров, давайте их всех переселим в Ирландию, потому что получается тех, которые в Ирландии пенсионеры, их жалко, а тех, которые в Украине получают 4000 гривен, их не жалко, что ли? То есть жалко тех, которым сейчас пенсии будут отменять в Ирландии, да, либо переселять, либо еще как-то ухудшать их, да, условия. То есть получается тех, что в Ирландии, те, что выехали, смогли выехать, их жалко, а те, которые сейчас в Украине, там 10 миллионов еще, да, пенсионеров осталось, а то и больше, их не жалко, что ли?
Мне кажется, нужно как-то под всех под одни стандарты делать, а то получается, кто первые, того и тапки, а те, кто остались, ну что, они остались. Так что нужно думать только о себе здесь, чтобы не было комфортабельно, чтобы здесь было все хорошо. А там, как живут люди, инвалиды, пенсионеры в Украине, всем не важно. Я так понимаю. То есть с такой точки зрения, я с такой точки зрения не смотрю. Я вообще за справедливость. Справедливость. Чтобы одним помогли какой-то короткий период, потом другим. А не то, что один себе все забрал, одеялко на себя, оп, накрыл себя одеялками, ему тепло, а другой вот там вот мерзнет. Ну ничего, он же не смог найти одеяло, он же такой вот лох, не выехал вовремя, вот и все. Так что как-то это странно. Странно мне бывает читать такие комментарии, именно украинцы пишут, как ты можешь такое говорить? Ну как легко, ну справедливо. В Украине 15 миллионов пенсионеров, инвалидов, там всего вместе, да? Ну так давайте их все переселим в Ирландию, потому что здесь хорошие условия, здесь шикарно, здесь пенсия 270 евро выплаты, да, в неделю, а там 100 евро в месяц. Ну, как-то так. Короче, вот такие вот новости. Так что до августа 2025 года будут большие изменения. И, конечно, эти изменения будут не в лучшую сторону. И само расселение будет, конечно, даже, ну, в большинстве случаев будет не в лучшую сторону. Но обратно же, может, кому-то и фартанет, может, кому-то и модульный домик какой-то подфартится, либо какой-то дом хороший. Да, то есть все может быть. Ирландия это уникальная страна, и каждый кейс, он индивидуален. Если одному дали, а другому нет, то это не значит, что что-то не так. Это значит, что ваши да, условия, какие-то моменты у вас разные. И у одного одно, у другого другое. Так что не нужно обижаться и кричать, что почему ему дали, а мне не дали. Я скажу так, все должны просто работать, заработать, и тогда не будет вот этого дай. Как вы знаете, дай уехав у Китай. Всегда на связи, держу в курсе.